Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я вам предлагаю связать вот такие варежки. Чем же они так примечательны? Они двойные. Это для тех регионов, где очень теплая и очень морозная зима. Двойные варежки позволят вам согреть ваши ручки намного-намного лучше. За счет чего? За счет того, что у вас есть внешний слой материала, внутренний слой материала, и между вот этими двумя слоями будет содержаться воздух. А воздух у нас является хорошей защитой от мороза. То есть это так своего рода утеплитель. Поэтому любые двойные варежки, они намного теплее варежек, связанных, например, в две нити. То есть вот эти варежки связаны в одну нить, а если вы свяжете такие просто в две нити, они будут холодные. А когда вы вяжете двойные варежки, вот они тогда вас будут согревать. Попробуйте связать себе хотя бы одни такие варежки. Вяжутся они очень просто, очень легко. Они вяжутся от мыска первой варежки к мыску второй варежки. Если быть... Я вам могу сейчас вот так взять просто и вытащить эту варежку, и вы увидите, что она вяжется практически чулком. И вяжем мы следующим образом. Мы начинаем вязать от мыска внутренней варежки, вот отсюда. Вяжем всю варежку и заканчиваем вот здесь. И потом мы просто довязываем 2 пальчика. И все. Соединяем варежку, и все у нас готово. Ну, если вам понравились такие варежки, то я приглашаю вас такие связать. Я сегодня вам буду подробненько рассказывать, что и как здесь вяжется. Вяжутся они очень быстро, вяжутся они очень просто. Вы можете использовать любую пряжу на ваше усмотрение. Здесь индийский клин на пальце. Вот, пожалуйста. Длину варежки вы можете регулировать сами. Если вам надо длинную, вы вяжете длинную резиночку. Если вам надо вот такие вот недлинные варежки, как у меня, то вы вяжете такую небольшую резиночку. Это на ваш вкус и цвет. Ну что, мои дорогие, а сейчас приступим. Буду вам рассказывать. Дорогие друзья, если вы считаете это видео полезным для себя, то внизу в инфобоксе я укажу вам свой номер карты Сбербанка, и вы можете перевести любую сумму, исходя из вашего достатка и полезности данного видео именно для вас. Благодаря этому я продолжу снимать полезные для вас видео и размещать их в свободном доступе, а у вас останется возможность учиться и осваивать новые для вас приемы и принципы вязания. Итак, для того, чтобы связать двойные варежки, мне нужно будет 2 номера спиц и пряжа. Я решила, что варежки я буду вязать из пряжи пух норки в одну нить и плюс 1 дополнительная нитка. То есть у меня в работе будет 2 нити, основная и дополнительная. Спицы. Варежка вяжется у меня чулком, вот таким образом, вот от одного мыска и до другого мыска. Вот это получается внутренняя варежка, ровно до половины, а от половины идет уже внешняя варежка, которую мы видим здесь. Внутреннюю варежку, вот эту внутреннюю варежку я вязала на спицах меньшего диаметра 2,25 мм. Резинку и первую от первой внутренней варежки и от второй варежки я вязала на спицах тоже 2,25 мм. А всю остальную варежку, то есть вот эту варежку, которую мы видим сверху, я вязала уже на спицах 2,5 мм. Можно даже взять спицы 2,75. Для чего я это делала? Посмотрите, вот даже так визуально видно, если я вот здесь вот приравняю варежки, то у меня видно, что у меня та варежка, которая вот наружная, она получается шире. Это для того, что когда мы с вами вложим варежку в варежку, вот друг в дружку, вам вот здесь ничего не мешалось. Если они будут абсолютно одинаковые по размеру, вам внутренняя варежка будет везде мешаться. Вот здесь будет мешаться, вот здесь везде. То есть она будет там сжиматься.
Вот. А если мы чуть-чуть варежку основную сделаем пошире, подлиннее, пальчик подлиннее и пошире, то будет все замечательно. Вот. Вот так ровно. Варежки эти очень теплые, поэтому я вам рекомендую для морозной зимы их связать. Вяжутся они очень просто. Итак, давайте приступать. Я сейчас вам расскажу принцип работы, и, возможно, многим станет уже все понятно, и они не будут ждать там попетельного вывязывания кое-каких моментов. Смотрите, мы набираем с вами по 4 петли, то есть всего 8 петель методом Джуди. То есть у нас получается 4 петли и 4 петли. И добавляем через ряд петли. То есть в первом ряду крайние по одной петле оставляем, с этой стороны одну петлю оставляем и с этой стороны одну петлю оставляем. И по центру между ними делаем прибавки. Вот от этой вот одну петлю провязали, потом прибавили петлю, провязали 2 лицевых, опять прибавили петлю и провязали последнюю лицевую. Разворачиваемся, вяжем в круговую и вяжем таким же образом дальше. Вяжем до тех пор, расширяя полотно через ряд, пока не будет необходимое нам количество петель. В моем случае у меня здесь 24 петли с одной стороны и 24 петли с другой стороны. Всего у меня 48 петель. И вяжем дальше. Продолжаем вязать до пальчика. Каким образом я понимаю, где должен был пальчик? Я просто беру эту варежку и примеряю на себя, уже на свою руку, и вижу, когда я дойду вот прям вот до самого-самого вот этого основания, не до сюда, а вот прям уже как бы перевязала, на пальчик пошла. И вот только тогда я откладываю 2 петли вот здесь вот с краю, с внутренней стороны ладони, получается, 2 петли я отложила на вспомогательную булавку. Потом я цепочку набрала из бросовой нити, которая потом выкинется. Набрала просто цепочку воздушную из 14-15 петель. В общем, из этой цепочки мне нужно будет добрать 10 петель на палец. То есть делаю цепочку воздушную и добираю петли по ней на палец. 10 петель. И начинаю дальше опять вязать в круговую. С левой стороны от пальца, вторую варежку мы вяжем абсолютно симметрично вот этой, мы начинаем вязать по 2 вместе через ряд. То есть убавляя вот эти 10 петель. Мы 10 петель набрали и через ряд их убавляем. Делаем вот такой клин. Убавляем до последней петли. Убавили. И я еще немножечко, прям сантиметр, провязала просто прямо лицевыми обратно поворотными рядами. Здесь у меня опять стало, как и было, 24 петли. 24 петли с одной стороны варежки и 24 с другой стороны варежки. И перехожу на резинку 1 на 1. После того, как я вывязала нужную мне резинку, то есть вот здесь у меня первая варежка закончилась. Вот, она тут закончилась. Я делаю один ряд как бы путанкой. То есть ту петлю, которая у меня была изнаночной, я начинаю провязывать лицевой. Та петля, которая была лицевая, провязываю изнаночной. Для чего это делается? Чтобы по этому вот, скажем, измененному ряду очень хорошо вот так сгибалась наша варежка. Она сгибается и смотрится очень хорошо. Вот. Видите? Вот. Вот сгиб идет по этому нашему краю. Этот отбойник можно не делать. Все, вот внутреннюю варежку связали, начинаем вязать внешнюю варежку. Провязываем резинкой 1 на 1 на тех же спицах 2,25 мм, но вяжем ее чуть-чуть длиннее. То есть мы складываем вот так и смотрим. Прошлая резинка у нас закончилась вот тут, а внешнюю резинку мы чуть-чуть побольше вяжем. Потому что это верхняя варежка, она должна быть немного большего размера и в ширину, и в длину. Связали, теперь смотрим. Там, где был у нас пальчик, а в этом же месте, то есть у меня вот здесь получилось 10 петель, а здесь получилось 14 петель. На палец же мы набрали 10 петель. Убавляли мы уже как бы основную часть варежки.
Вот. И получилось 14 и 10. Значит, и здесь я также делю 14 и 10. Сюда ставлю маркер. Провязываю несколько рядов еще прямо. Помню, что я здесь же тоже прямо провязывала. И здесь провязываю несколько рядов прямо. И потом начинаю формировать тоже пальчик. Так как у меня пальчик сюда убавлялся, то симметрично опять я его сюда буду расширять. То есть я прибавляю через ряд петли основного полотна. Вот у меня было 14 петель, потом стало 15, потом 16, а эти 10 так и остались 10. То есть прибавляем основное полотно варежки. Прибавили, чтобы у нас снова основного полотна уже получилось 24 петли. Кстати, после того, как мы отвязали резинку, мы не забыли, перешли на спицы 2,5 мм или даже можно на спицы 2,75, чтобы варежка была пошире. Вот, и после того, как мы вышли уже опять на 24 петли, мы начинаем, петли пальчика, вот эти 10 петель снимаем на дополнительную булавку. И вяжем дальше в круговую, вот здесь на пальчике еще закрыв 2 петли. Вернее, набрав 2 петли. То есть у нас 10 петель мы от пальца оставили здесь, а 2 петли мы вот здесь добрали вместо вот этих 10. И вяжем в круговую до тех пор, пока не извяжем всю варежку. Как мы ее опять замеряем? Мы замеряем таким образом, что у нас варежка верхняя должна быть провязана чуть больше. Видите, нижняя варежка у нас раньше начинается мысок, у верхней варежки выше начинается мысок. И закрываем уже, здесь я немножечко делала закрытие покрасивее. То есть внутри, видите, у меня такое заостренное, нормально, все хорошо. А снаружи у меня вот такой круглый мысок, который идет на мысок, вот так вот. И комфортно то, что здесь узенькая ручка там, да, и вот эта вот вторая, она попышнее, вот этот вот мысок, и смотрится комфортнее, удобнее. Вот здесь вот ничего там не топорщится внутри, и складками вот так вот волнами внутри варежки не идет. Все вот очень ровно. Как я закрывала этот мысок? Половину петель, то есть у меня их 24. Всего у меня здесь останется снова 4 петли, можно 6 оставить. 24 минус 4 будет 20, 20 петель мне нужно будет закрыть. Вот 10 петель я закрывала через ряд, то есть 5 раз я закрывала через ряд. Закрыла 5 петель с этой стороны, 5 петель с этой стороны через ряд. И потом я еще 5 петель с этой и с этой стороны закрывала уже в каждом ряду. То есть таким образом я скругляла наш мысок. Вот, все. После того, как я связала, и у меня осталось 4 петли на одной спице и на другой, я их сняла и закрыла петля в петлю иголочкой. Все, и варежка у нас провязана. Теперь нам нужно будет добрать петли на внутренний палец, вот эти 10, вот эти 2, потом сбоку вот здесь я 2 набираю и с этой стороны 2. То есть у меня получается 16 петель. 10 у меня вот отсюда наберутся, по 2 петли я между вот это вот, чтобы не было дырочек, наберу, и 2 петли вот этих заберу. И будет у меня 16 петель пальчик. И вяжу вверх на нужное мне расстояние. Также примеряю постоянно варежку. Примеряю, хорошо затягиваю, натягиваю сюда палец. И после того, как весь мой палец уже скрылся, я там не дохожу ни до ногтя, ни до куда, уже полностью, когда спрячется весь пальчик мой, после этого я начинаю провязывать все петли по 2 вместе. Просто 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе. И так вяжу до тех пор, пока у меня не останется, 2-3 петли. И потом я их просто вот так вот вместе все затягиваю. Вот. Все, первый пальчик связан. Это был внутренний пальчик. Его, не забываем, мы вяжем на спицах 2,25. У нас вся варежка связана, вот это внутренняя на спицах 2,25.
И мы приступаем к вывязыванию вот этого пальчика. Вот эти 10 петель мы добираем. Добираем вот здесь 2 и здесь 2. Уже на спице 2,5 мм. И вяжем пальчик, который чуть-чуть, во-первых, он будет шире за счет того, что он будет спицами толще номером связан. И мы его вяжем длиннее, чем тот внутренний наш пальчик. То есть у нас принцип такой: все, что снаружи, вяжется длиннее и шире того, что внутри. Тогда все хорошо и ровно и красиво ляжет. Вот, и вывязываем второй пальчик в круговую, также больше, чем первый. И также его потом все петли по 2 вместе вяжем до тех пор, пока не останется 2-3, ну, можно 4 петли. И мы их просто вот иголочкой все затянем, и все. Вот такие дела. Так вот легко вяжется варежка. Ну а сейчас для тех, кто не понимает, я хочу показать, как вязать эту варежку. Именно я вам покажу сейчас момент вот здесь вот расширение на мысок. Потом покажу выделение пальца. Ну, самые такие основные моменты. Вот это вот у нас первая варежка. Покажу вам на примере. Итак, давайте приступать. Для тех, кто не понял, как это вяжется, для тех, кто понял, может уже сам самостоятельно связать. Показываю. Методом Джуди. Что значит методом Джуди? Нам надо набрать на спицу. Вот мы берем, я вяжу методом Magic Loop у меня всегда. Я, кстати, вязала вот эти варежки одновременно сразу 2, как обычно. Но вам сейчас буду показывать на примере одной. Складываем вот так спицы. Наши спицы 2,25 у меня. Берем ниточку двойную. Одна ниточка вспомогательная и основная. Берем и начинаем набирать. Вот короткая нитка у нас на большом пальце, а длинная нитка идет на указательном пальце. Вот мы берем, как обычно. Вот мы взяли. И начинаем набирать. Сначала я нижнюю, вот у меня одна спица будет нижняя, одна верхняя. Нижней петлей забираю первую петлю. Вот таким образом. Теперь с большого пальца я всегда, вот пальчиком я придержу эту петлю. С большого пальца через серединку, сейчас покажу, вот, немножечко раздвину. С большого пальца через серединку и я набираю петлю на верхнюю спицу. У меня получилось раз-раз. С указательного пальца я набираю на противоположную, то есть нижнюю, тоже через низ. На нижнюю спицу. Вторая петля. С большого пальца снизу через середину на верхнюю спицу. 2-2. С указательного на нижнюю спицу. 3 петли. С большого пальца через серединку на верхнюю спицу. 3-3. И последнюю петлю с указательного вниз, с большого наверх. Вот мы набрали с вами 4 петли. Я вот так пальцами их придерживаю. И вот здесь вот рукой второй завяжу узелок. Ну, для того, чтобы у меня эти петли никуда не делись. Вот. Вот таким образом. Первый ряд я провяжу первые 4 петли. Вот у меня, видите, с одной стороны получился такой зубчик, это будет изнаночная, внутренняя сторона, а с лицевой стороны получилась вот так вот как бы гладь. Вытягиваю нижнюю спицу и начинаю провязывать первый ряд лицевой, и получается он у меня вяжется за, сейчас посмотрю, да, за задние стенки. Вот. Весь ряд мы вяжем за заднюю стенку. Не ряд, вернее, а одну спицу. 3 и 4. Теперь переворачиваем. И можно еще один ряд прибавить. Но я уже начинаю делать прибавки. Провязываем лицевую. Прибавляем в начале на себя накид.
2 лицевых, обратный накид, вот так, вернее, вот он на себя, тот от себя был накид. Лицевая последняя, уже за передние стенки. Все остальное мы вяжем за передние стенки. Разворачиваемся, снова вытягиваем спицу и вяжем длинной ниткой, не забываемся. Снова вяжем лицевая, накид от себя, обычный накид, 2 лицевых и накид на себя, обратный накид. Лицевая. Дальше. Снова разворачиваемся. На этой спице у нас мы уже видим, что накиды были связаны. Вот, видите, у нас лицевая, и после нее идет накид. Мы его, так как мы через ряд будем делать прибавки, лицевую провязываем. Вот он накид. Мы его за заднюю стенку провязываем, чтобы не было никаких дырочек. Вот таким образом. 2 лицевых. Вот накид у нас снова. Мы его сейчас немножечко, чуть-чуть вытянем для удобства пользования. Вот. И провязываем его за переднюю стенку. То есть скрещенной петлей. Все накиды мы провязываем скрещенными петлями. И последняя лицевая. Только в начале ряда мы провязываем за заднюю стенку. Это получится скрещенная лицевая, потому что накид такой. И в конце ряда за переднюю. Там накид другой формы, и тоже получится скрещенная лицевая. На этой спице у нас тоже есть накиды, мы их просто провязываем. Лицевая, вяжем туго. Вот она наш накид. Провязываем его за заднюю стенку, скрещенный, то есть. Провязываем все петли. И провязываем вот этот накид. Сейчас я его вот сюда вытяну немножечко. Вот он. И провязываем его лицевой. И вот эти 2 ряда чередуем, мы добавляем до тех пор, пока не будет нужное нам количество петель. У меня рука узкая, на мою узкую руку 24 петли мне достаточно. Если вы вяжете на широкую руку, делайте больше петель. Следующий ряд. Начинаем лицевая. Мы видим, что у нас накида нет. Значит, мы его должны сделать. В начале ряда мы делаем обычный прямой накид. Накид от себя. Теперь у нас уже будет 4 петли лицевых в середине полотна. И теперь мы делаем накид от себя. И последняя лицевая. Затягиваем, чтобы не было никаких дырочек. И снова. Лицевая. Видим, что нет накида. Раз нет накида, значит, мы его должны сделать. Делаем накид, вернее, от себя, вот обычный накид. 4 лицевых. Раньше, помните, было 2, стало 4. В конце ряда мы делаем накид на себя и лицевая петля. Еще раз вяжем лицевая петля. О, видим, нам попадается вот он наш накид. Раз он нам попался, мы его вяжем скрещенный за заднюю стенку. Значит, этот ряд у нас будет второй, где мы прибавок не делаем, а провязываем сделанные нами накиды в прошлом ряду. Вот накид, его за переднюю стенку. Первый накид за заднюю, второй за переднюю. Разворачиваемся. Пока в маленькое полотно, вот туда-сюда разворачиваться не очень удобно, но зато будет потом комфортно вязать. Лицевая. Опять скрещенный лицевой за заднюю стенку.
скрещенный лицевой получится уже за переднюю стенку. Все. Вот эти два ряда так и повторяем. В первом мы делаем накиды, во втором их провязываем. В первом делаем, во втором провязываем. И у нас потихонечку варежка будет вот здесь расти, расти, расти до нужных нам размеров. Вот. То есть вот мы сделали, вот было немножечко, она растет, 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 растет. До тех пор, ну вот в моем случае 24 петли у меня здесь на варежке. Все, когда мы набрали все петли, мы просто начинаем вязать в круговую. Вяжем, сейчас я вам скажу, сколько у меня здесь сантиметров. До пальчика, вот, до начала пальчика у меня вывязано, включая мысок, 15 сантиметров. Вот, 15 сантиметров от мыска и до начала пальца. Но это на мою руку. У всех руки разные. Так, дальше. Что мы делаем? Крайние 2 петли одной половинки варежки. Вот, крайние 2 петли мы оставляем. На второй руке мы сделаем это симметрично. Сейчас я вам попробую показать на второй варежке. Вот, мы вяжем варежки одинаково. На одной варежке мы 2 петли оставляем с крайнего слева, а на второй варежке мы оставляем 2 петли, вот эти 2 петли с правого края. Вот так вот оно получается. Вот. То есть 2 петли с правого края, 2 петли с левого. Берем крючок. Крючком набираем наборные петли. Больше 10, потому что с них нам надо будет потом набрать дополнительно петли на палец. Мои дорогие друзья, чтобы вам было удобно, я тоже отвязала. Вот он мысок. Вот он мысок мы с вами отвязали. И дальше пошли вязать прямо. Дойдя до пальца, как будто бы я сейчас дошла до пальца, но мне нет смысла доходить, у меня варежки уже связаны. Вот. Мы должны последние 2 петли у одной варежки, вот если мы сейчас вяжем эту варежку, мы должны 2 петли с этой стороны оставить. Если мы вяжем с вами вот эту варежку, вот, то мы должны 2 петли вот с этой стороны оставить на вспомогательную булавку. Вы можете взять либо обычную булавку, вот такую, либо вот такую вязальную. Я люблю вязальные булавочки использовать. Итак, что мы делаем? Провязываем до последних 2 петель. Вот, раз мы эту варежку вяжем. Провязываем все петли. Запомните, вы дошли до сюда. Вот до этого места и здесь. И мы сейчас с вами находимся вот здесь. Я просто вам на примере показываю. Доходим до края, не довязывая 2 последние петли. Вот они. Эти 2 петли мы снимаем на булавку. Вот берем булавочку и на булавку их снимаем. Вот. Теперь вместо этих 2 нам надо прицепить вот эти 10. Где мы их берем? Нам с вами нужно взять крючок и дополнительную нить. Я возьму любую нить и любой крючок. Потолще. Мне надо будет слабо делать воздушные петли. Вот наша нитка, вот наш крючок. Мы на крючок просто накручиваем 1 раз нить. И вот наш длинный конец. Придерживаем 2 пальчиками вот эту сформировавшуюся 1 петлю. И провязываем воздушные петли. Мне нужно будет набрать 10 петель. Я очень слабо, видите, я очень-очень слабо. Чем слабее вы вяжете, тем лучше вам будет потом набирать петли. Я набираю петли, количество их должно быть больше 10. На всякий случай 14, можно 15.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14. Ну вот у меня 15. Последнюю 16-ю сделаю. Отрежу нитку и вытяну петлю. Все, у нас получилась цепочка из воздушных петель. Что мы с вами делаем дальше? Мы берем и на нашу спицу, которую мы только что сейчас провязывали, вот наша спица, у нас ниточка от нее идет, мы к ней набираем вот с этой цепочки петли. Каким образом? Смотрите, у нас цепочка с одной стороны имеет вот такую красивую косичку. Если мы эту косичку переворачиваем, то у нас получаются вот такие замочки, как бы ребрышки. Видите, вот одно ребро, вот второе ребро, вот сбоку их хорошо видно. Вот третье ребро, четвертое ребро. И вот за эти ребра мы и будем набирать наши петли. Вот, видите, коса. Переворачиваем, получаются ребра. То есть мы берем и туго-туго, вот здесь, чтобы не было никаких воздушных прослоек, то есть и начинаем, вот косичка, переворачиваем ее. Ну вот оно, первое ребрышко. Мы его надеваем на спицу и вытягиваем петлю. Туго-туго, чтобы вот здесь не было расстояния. Вот, затянули. Первое. Потом вот второе ребрышко, вот оно. Надеваем на спицу и вытягиваем. Вторую петлю туго-туго делаем. Третью. Четвертую. Пятую. Проверяем. С этой стороны у нас должна идти косичка. Вот она. Разворачиваем, ребрышко ищем. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. 10 петель. Разворачиваемся. И вторую спицу мы с вами также провязываем, как и провязывали до этого. Она у нас, вторая спица, будет неизменная. Вот мы с вами добавили вместо 2, мы 2 петли оставили, получили 10. Туго-туго подтягиваем каждую петлю, чтобы здесь не было дырочек. И вяжем дальше. Сейчас мы дойдем до наших 10 петель. И в первый раз мы их просто провяжем лицевыми. Провязываем этот ряд. Доходим до следующего ряда, где наши набранные новые петли. И начинаем вязать. Когда мы будем вязать, я вам предлагаю на начало этих 10 петель, вернее 9, поставить маркер. Вот у нас с вами. Вот она, первая петля. Мы ее провязываем, и после нее мы поставим маркер, отделяя 9 оставшихся петель от всех остальных. Я возьму тонкую булавочку, чтобы у меня не было никаких лишних расстояний. Вот. 9 петель у нас на маркере, ну вот эти вот красненькие, отделены. Набирали мы 10, но одно мы оставили с этой стороны. Сейчас объясню для чего. Первый ряд мы провязываем просто лицевой. Вот и таким образом мы с вами, по идее, уже набрали петли на пальчик. Так. Вот у нас 9 петля. Думаю, где же у нас 9?
Вот она. Набрали. Следующий ряд провязываем. Туго затягиваем. Сейчас дойдем до маркера, не довязывая до маркера, до нашего 2 петли. И будем делать убавки. Довязываем петли, не доходя 2 до маркера. Вот маркер. Напомню, здесь 9 петель. Последние 10 с этой стороны маркера. Вот, осталось 2. Мы сейчас с вами должны сделать вот такие убавки. То есть вот эта 10-я петля и та, что перед ней, мы их провяжем 2 вместе. И будем вязать так через ряд. 2 вместе, ряд просто провязываем. 2 вместе, ряд просто провязываем в круговую. И таким образом будем убавлять наше основное полотно на те же самые 8 получится петель, потому что 2 петли мы здесь оставили. На 8 петель. Короче, мы будем выравнивать до тех пор, пока на спице у нас не станет 24 петли. Сейчас у нас на спице 22 петли. Ой, прошу прощения. 22 плюс 10 это будет 32. Было 24. 2 петли забрали, получилось 22 и 10 прибавили. 22 плюс 10 получилось 32. Убавки будем делать до тех пор, пока снова не выровняется до 24 петель. Вот. Вот перед маркером остановились и провязали 2 вместе с наклоном вправо. Маркер. И провязываем наши 9 петель. Если у вас широкий пальчик, вы можете набрать не 10 петель, вы можете набрать 12 петель, 14 петель. Это на ваше усмотрение. Вы смотрите за своей рукой. Я постоянно примеряла на руку и размышляла, сколько мне нужно где вязать. Ну и сейчас еще один рядок провяжу с вами. В первом ряду, если мы делали убавку, второй ряд мы провязываем без убавок, просто все лицевыми. Следующий ряд у нас снова будем делать перед маркером 2 петли, вязать вместе лицевой. Еще 4-й ряд будет опять без убавок. Сейчас у нас второй, вяжем просто лицевыми. Вот, доходим до маркера, все провязываем лицевыми. Вот наше место для пальчика. Вот, пожалуйста. Ну, у меня понятно, здесь образец. Ну, вот оно, место для пальчика. Вот таким же образом вывязано. Вот я вам показала, как его сделать. Дальше. После того, как вы свяжете, и у вас снова на спице останется 24 петли с одной спицы и 24 петли с обратной спицы, вы провяжете, ну я провязывала еще 1 сантиметр просто ровно. Видите, вот здесь вот у меня прибавки закончились, и дальше я пошла сантиметр вязать ровно. Провязав сантиметр, я начала вязать резинку 1 на 1 на нужную мне длину, постоянно варежку. Ну, у меня еще не было второй связан, я думаю, вы понимаете. Вот здесь у меня были спицы. Я постоянно примеряла варежку на свою руку. Вот в таком виде ее уже можно примерять. То есть
Вот эта часть у вас уже отвязана вся, вы примеряете, находите место, где пальчик должен быть, примеряете дальше, вы можете связать длиннее, сколько вам надо, сколько, в общем, угодно. То есть резинка у меня начинается вот как раз вот с этого места. До этого места я провязываю гладью. Если у меня пальчик я закрыла пораньше, ну так получилось, то я просто гладью вывязываю нужные мне ряды до тех пор, пока у меня резинка не начинается вот с этого места. Вот с этого места руки. Не выше, не ниже, а именно вот с этого места я начинаю резинку. А вяжу я ее столько, сколько мне нужно. А в моем случае у меня резинка отвязана. Я вам сейчас скажу, сколько, но я люблю такие, ну, не всегда люблю длинные резинки. Здесь у меня резиночка коротенькая. Вяжите чуть подлиннее. Варежки из пуха норки имеют свойство, вообще пух норки, шапка или варежки имеют свойство немножко подсаживаться. Поэтому вяжите подлиннее. У меня резинка 5,5 сантиметров. Отвязали резиночку, поменяли ряд на противоположный. Если у вас была лицевая петля, мы ее начали вязать изнаночной. Если была изнаночная петля, начали вязать лицевой. И провязываем еще столько же, чуть-чуть больше резинки. То есть вот эта резинка первая от внутренней варежки у меня 5,5 сантиметров, а от внешней варежки у меня на 2 сантиметра больше, 7,5 сантиметров. Чуть-чуть больше я ее сделала. Все, провязали мы 2 резинки, одну, потом отбили один ряд, провязали вторую, и потом мы перешли на спицы 2,5 миллиметра и начали вязать дальше. Теперь у нас 10 петель, вот эти 10 петель, они у нас здесь как были слева, так мы их слева опять маркером здесь помечаем и начинаем вязать. Здесь я 2 ряда провязала лицевой гладью и сразу начала прибавки. Потому что резинка у меня здесь связана больше, чем вот эта резинка. То есть у меня вот эта резиночка, она уйдет немножечко вот сюда как раз, до начала пальчика. 14 петель и 10 петель. Ставим маркер. И снова 14 петель провязали, перед маркером сделали прибавку. Провязали 10. Следующие 24 петли без изменения. Вышли снова сюда. Ряд провязали без изменения. В следующем ряду снова прибавка. Уже здесь у нас было 14, стало 15 петель. Мы 15 провязали, сделали прибавку и 10. Опять там 16, прибавка и 10. Прибавки делаем через ряд. До тех пор, пока у нас вот здесь перед маркером, то есть мы вот эти 10 петель не считаем, а вот эти перед маркером у нас становится их 22 петли. Вот здесь 22 петли. Плюс 2 петли мы потом вот здесь прибавим. Поняли? Начинали мы с 14, и мы их увеличили до 22. Дальше что мы делаем? Мы берем и наши вот эти 10 петель после маркера, здесь у нас маркер стоит, мы их снова снимаем на булавку. Вот наши 10 петель на булавке. А вместо них мы прибавляем 2 петли. Если здесь мы 2 снимали и 10 прибавляли, а сейчас мы вяжем ровно симметрично, то нам надо сейчас 10 убрать, а 2 прибавить. Ну, здесь я уже прибавки делала не с помощью вспомогательной нити, а просто прибавила на спицу еще 2 петли. У меня стало 24, и с этой стороны 24. Все как и было. И вяжу дальше на нужную мне высоту. Напомню, что по высоте я эти варежки, вот здесь у меня начался клин, вот где, это тот, который мы связали, я где-то на сантиметр этот клин, второй клин, я связала больше, то есть вот здесь вот я дошла до этого места, и еще сантиметр-полтора можно связать выше, чтобы у вас верхняя варежка была чуть побольше нижней, для удобства пользования. И после того, как сантиметр отвяжете от этого мыска, начинаете вот здесь вот так же закрывать, как мы здесь с вами добавляли петли. Как мы здесь закрываем, я вам уже сказала. То есть оставляем одну петлю лицевую, провязываем лицевая, потом 2 петли вместе с наклоном вправо, провязываем все петли до последних 3,
Вот осталось у нас справа 3 петли. Мы провязали 2 вместе с наклоном. Вернее, здесь мы с наклоном влево делаем. Вот, влево. А здесь мы с наклоном вправо делаем. Провязали 2 петли вместе с наклоном вправо и последнюю лицевую. Разворачиваемся. Снова вяжем лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Все петли лицевые. До последних 3 петель провязываем 2 петли с наклоном вправо и последняя лицевая. Вот, уходим сюда и провязываем вот, ну, таким же образом все. Делаем 10 петель, 5 раз с каждой стороны убавляем через ряд. То есть у нас 5 петель с этой стороны убавится, 5 петель с этой. Когда на спицах останется, получается, 24 минус 10, 14 петель. 14 петель на одной спице и 14 петель на другой спице. Мы начинаем закрывать в каждом ряду до тех пор, пока у нас по центру не останется 4 петли на одной спице и 4 петли на другой спице. Все, у нас открытые петли. По открытым петлям мы делаем трикотажный шов иглой. Все, у нас вся варежка основная связана. Сейчас нам нужно будет с вами связать пальчики. Сначала я вяжу внутренний пальчик. Итак, мы с вами отвязали всю варежку и теперь приступаем к пальчикам. Набираем, добираем вот эти наши 2 петли на спицу. Внутренний пальчик сначала делаем. Вот так добрала. И сейчас я попробую распускать. У меня либо с этой стороны распустится, тогда бы я их на вот эту спицу надела, либо с этой. Но я вижу, что у меня будет распускаться вот с этой стороны. Все. Начинаю подтягивать ниточку, и у меня все петли, вот, первую петлю вот эту я вытащу. Видите, одна петля была. Ее можно взять. Вот вторая петля. Она распустилась. Сейчас я ее вот так вот сделаю. Это просто спустилась у меня петля. Вот. Теперь снова, вот смотрите, я подтягиваю, и у меня здесь освобождаются, вот сейчас вот эта вот петля зелененькая, она освободится. Вот. Я ее натягиваю на спицу. Ну вот, мои дорогие друзья, я довязала, пока палец кажется таким длинным. Ну, я примеряла. В общем, там сейчас мешаться будет. У меня же там булавочка еще, которая держит второй. Вот, видите? У меня палец полностью скрылся. Все, его не видно. Вот он, внутри. После того, как палец полностью скрылся,
После этого я начинаю закрывать, просто провязывая по 2 петли вместе. Две, ну, последнюю, как Анна, 7 же было у меня, одну пока вот так оставлю. В следующем ряду они провяжутся как 2 вместе. И снова 2, и 1 петля. Вот. Ну, как бы можно 2, если у вас больше петель. Все петли по 2. Снова по 2 и 2. Снова 2 и 2. Ну, можно на этом оставить, взять иголочкой зашить, но я еще раз провяжу 2 раза по 2 петли. 2 вместе с одной спицы и сразу сейчас 2 вместе с другой. То есть до последних 2 петель. Все. Через одну вторую протягиваю и все, обрываю нить и вытягиваю ее. Вот. Эту нитку я сразу спрячу внутрь, чтобы она мне не мешалась. Эта ниточка мне снаружи не нужна. Для этого я ее просто вставляю в иглу. Вот. И просто засовываю внутрь варежки. У меня на изнаночной стороне ничего нигде не видно. Я ее просто туда подальше. Туда завожу. Вот куда-нибудь туда вытаскиваю. Все. Вытягиваю вот таким образом. И здесь я просто ниточку отрезаю. Все. У меня запрятался первый кончик. Сейчас я провязываю таким же образом второй пальчик. Он здесь сейчас такой страшный. Ну вот сейчас я его уже могу вывернуть на ту сторону. Всю варежку эту. Таким образом. И померить уже изнутри. Вот этот пальчик я выворачиваю. Вот он. Вот как раз наша ниточка. Ее можно еще пока потянуть. Вот. Вытянуть хорошо. И оставить здесь внутри. Сейчас мы свяжем второй пальчик. Ее будет не видно. Вот. Видите? Все. Пальчик. Он смотрится тоненьким, но видите, на ручке все хорошо, все замечательно. Вот. Проверили. Прячем пальчик, он нам, ну вот, вытаскиваем полностью пока варежку. И начинаем брать вот эти петли в работу. Я уже беру спицы 2,5 миллиметра. Надеваю эти 10 петель на варежку, на спицу. И еще наберу 6. На прошлой варежке у меня было 10 плюс 4, 14 петель. На этой будет 10 плюс 6, 16 петель. Все, 10 петель набрали. И теперь начинаем набирать петли для нашего пальца. 10. Мне еще надо набрать 6 петель. Я набираю так, чтобы не было дырочки. Понимаю, что вот сейчас у меня вот тут будет петля. Вот она петля. И следующую нужно набрать, наверное, вот так.
за 2 дужки. Вот так. Это будет первая. Вот она, первая петля. Затягиваем. Вторая петля. На камеру тяжело набирать, но я попробую. Вторая. Третья. Четвертая. Стараюсь 2 дужки всегда брать на спицу. Четвертая. Пятая. Опять вот 2 дужки. И последнюю, чтобы тоже не было нигде никаких дырочек. Вот таким образом. Шестая. Еще 2 петли провяжу сюда, по 8 разделю их, 8 и 8. Седьмая, восьмая. Вот так. И сделаю здесь петлю. 8 там и 8 там. Все. И свяжу второй пальчик побольше, чем первый, где-то на сантиметр. Вот эту ниточку пока еще можно, я там подтягиваю и хорошо ее иголочкой прячу. Ну все, я думаю, что второй пальчик вы свяжете самостоятельно. Ну вот, мои дорогие друзья, мы с вами связали обе варежки. Все, я их заправила. Осталось только заправить вот эти вот 2 кончика. Я их беру просто в иглу, вставляю. И внутрь одного из пальчиков, ну, то есть я за второй там не цепляюсь, а просто внутрь одного вот так вытаскиваю. Вот получается вот такой пальчик. И здесь нитку я просто отрезаю. Все, нитка запряталась внутрь. И нам ее не видно, и никаких проблем. Также поступаю со второй. Вот такие варежки у нас связались. Они могут быть подлиннее, покороче, на ваше усмотрение. Очень удобные, теплые. Вот такие варежки. Дорогие мои друзья, я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого-самого доброго. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.